Что будет, если сделать дырку в земле в центре и в нее упасть? Математика — это издевательство над наукой. Вот, большое поле вопросов. Единственное, зачем, я не знаю, тебе нужна математика, это чтобы посчитать, что тебя бабушки не обворовали, когда ты покупаешь черешню на рынке. Все что угодно обозвать как-то математически и потом это изучать. Hello! Всем привет! Сегодня мы с вами собрались, чтобы послушать от Руслана. Между прочим, Руслан — лауреат Малой Нобелевской премии по математике. Это немного не так называется, ну да. Это называется премия Американского математического общества. Вот. Но просто из-за того, что это одна из самых престижных премий, которые дают школьникам по математике, ее окрестили Малой Нобелевской. Нобелевскую математику не дают. Да, можно считать, что это такая очень важная награда. Мы сегодня с Русланом пришли, чтобы поговорить на тему, почему математика — это царица наук, и причем же здесь жвачка. Ко всему прочему, мы решили вести такую тему. Каждый выпуск у нас будет ассоциирован с каким-то напитком. Например, так как сегодня мы будем говорить про жвачку, то у нас... Что это такое? Фантола. Фантола со вкусом баблгам. Так вот, самый прикольный комментарий. Это может быть, на самом деле, все, что угодно. Например, это может быть пожелание, это может быть вопрос по видео, это может быть предложение или просто смайлик, а может быть, это будет какой-нибудь гневный комментарий про то, что вообще все плохо, и вы не хотите затереть наш канал. Мы, за тот, который больше всего понравится нам, будем присылать вам напиток из видео. У меня поэтому их даже 2. Спонсор сегодняшнего я Яндекс.Лавка. Руслан, смотри, я когда лично училась в школе, то вообще не понимала, зачем нужна математика в реальной жизни. То есть ты решаешь какие-то примеры, это может быть даже интересно, прикольно, но в конечном итоге ты приходишь, единственное, зачем, я не знаю, тебе нужна математика, это чтобы посчитать, что тебя бабушки не обворовали, когда ты покупаешь черешню на рынке. А по факту, зачем вот это вот все, мне до сих пор не совсем понятно. Ну, смотри, тут есть два общих заблуждения, которые формируются везде, во всем мире, в школе. Первая идея стоит в том, что почему-то люди высшие, ну не почему-то, а понятно почему, но на самом деле, в общем, высшие со школы думают, что математика — это вот ты решаешь примеры, может быть, рисуешь график какой-то функции, все, ну типа плюс-минус. Что-то сложнее, понятно, но вокруг всего этого якобы крутится. Но на самом деле большая часть современной математики, не только современной, это вообще не о цифрах и не о числах. Это удобно мыслить числами что-то, потому что мы так учимся 11 лет. Но на самом деле большая часть математики не об этом. Например, вот ты идешь по улице, первое, что приходит в голову, например, идешь и видишь, машина едет, у нее колесо крутится. Вопрос, вот типа ты поставишь точку на колесе и будешь смотреть, вот куда она движется, будешь рисовать типа ее след. Вот что за рисунок у тебя получится? Это тоже вопрос о математике, типа. Это изучение какого-то поведения, какой-то динамики, чего-то. Вот. Банально, ты нарисуешь на бумажке какую-то кривульку, сомнешь бумажку. Что за кривулька у тебя получится в итоге? Тоже вопрос о математике. Просто это все звучит так немного странно, потому что, ну, вроде бы, а где эти самые числа, где самые примеры? Но вот на самом деле в математике можно просто при достаточной способности к формалистике все что угодно обозвать как-то математически и потом это изучать. Есть у меня целая наука, которая к тому, как развязывать узлы. Вот ты завязываешь все шнурки, вот, а чуваки получают премии, решают вопросы 40-летия. Так, ну ты Ну, завязываешь шнурки. да, серьезно. Представь, у тебя есть вот замкнутый шнурок какой-то, он как и завязан. Вопрос, можно ли его развязать? Что значит развязать такой замкнутый шнурок? Это привести его вот к типа колечку. Вот на самом деле, давай будем считать то, что у него не получилось, это все то же самое колечко. Оказывается, это вопрос не такой простой. Он алгоритмически сложный, его разрешать можно. Есть способы представлять один такой сложный узел, это в виде каких-то более простых узлов. Это так же, как мы числа раскладываем в простые числа. Тут то же самое. То есть люди тут придумали кучу всего. И все идеи, это на самом деле, оно далеко уходит в топологию. Частично связано с алгеброй. Банально просто способы понимать, как один узел отличается от другого, насколько один сложнее другого, это какая-то комбинаторика. В школе учимся считать такой набор объектов, и как их можно там, допустим, как-то друг с другом переставить местами. Мы там учимся считать это. То есть в нашем случае как-то перебираем это все дело. Вот это комбинаторика. И вот на самом деле с узлами там тоже такое возникает. И вот простая идея, за ней кроется куча всего. Но почему-то это в школе не рассказывают. Вот. Поэтому, когда ты идешь в магазин, да, первое, что приходит в голову, тебе может помочь математика, это как посчитать сдачу. Но на самом деле, пока ты идешь в магазин, ты можешь подумать о том, например, вот эта тележка. Тележка, у нее снизу 4 колесика есть.
Каждое колесико может двигаться по 3-6 градусов. Банальный вопрос, который я только что придумал. Как много может быть позиций у этих колесиков, и в зависимости от позиции, куда может двинуться тележка, если утопнуть прямо. Вопрос из динамики, из диффуров, например, это. Или если чуть-чуть это перефразировать, то, например, это уйдет в другую часть математики. И вот большое поле вопросов семантическое возникает сразу. Почему это не рассказывают? Вот. И вот на эту тему вот связи вот всяких штучек я обычно люблю говорить то, что математика — это издевательство над наукой. Берешь, естественно, вот смотри, берешь естественный процесс, например, Земля вертится, у нее есть там гравитация, все вот эти физические штучки. Вот давай зададимся таким тупым вопросом. Что будет, если сделать дырку в Земле в центре и в нее упасть? Сколько ты будешь лететь? Физически вопрос бессмысленный, потому что, типа, вот ты дырку сквозь Землю не сделаешь, и в нее не полетишь, эксперимент не проведешь. Но вот в этом и фишка, что математика для других наук — это способ конструировать модель, которая будет описывать как-то то, что ты видишь. Так же, как люди придумали богов раньше, чтобы объяснить, почему дождь идет с небес, так же, как люди придумывают математические модели. И вот можно придумать математическую модель и узнать, что на самом деле ты будешь лететь 42 минуты. Вот. И вот это издевательство над наукой, издевательство над физикой, то есть типа физика как наука эксперимента, наблюдения и вывода, как бы тут совершенно не вяжется с этой моделью. И издевательства, они иногда кажутся смешными, а иногда приводят к разным интересным открытиям. Тот же самый Эйнштейн, например. Знаешь, как он придумал типа свою вот эту идею того, что все относительно и все такое? Вот он говорит, что у него упало яблоко на голову. В ванной купался? Нет, это про Архимеда. Эйнштейн смешнее. Он сказал: смотрите, представьте, я буду, падать в лифте. Вот, типа, я стою в лифте, и вдруг лифт падает. Я буду, типа, чуть подлетать. Что вы будете чувствовать? Вы чувствуете, как, типа, вы слегка приподнимаетесь от пола, и, типа, в невесомости как будто. Вот, он говорит, вы представьте, что вы в том же лифте, но теперь где-нибудь в космическом пространстве, где нет действий других, типа, тел на вас, типа, где абсолютно невесомость. Как вот в этих обстоятельствах, при условии, что там, да, можете дышать и все такое, в общем, все то же самое, как вы поймете, где вы находитесь? Типа, в той ситуации или в другой? На Земле или в невесомости? Ну вот эта идея того, что на самом деле нету разницы, когда на тебя не действуют силы или когда на тебя действуют все силы одинаково, эта идея как раз есть идея относительности наблюдателя к наблюдаемому процессу. Пример такого у Эйнштейна было то, что ты стоишь, смотришь, типа, поезд мимо тебя едет, и в поезде два человека стоят друг против друга вот так, и зажгли эти зажигалки, у них свет горит. И как бы если свет двигается во все стороны с одинаковой скоростью, он должен посередине, типа, столкнуться. Но поезд двигается, то есть, типа, кажется, что в одну сторону свету легче двигаться, а в другую нет. Оказалось, что именно вот этот мысленный эксперимент, он как бы дает, понятно, все классно, все, окей, будем так и думать, если бы мы были математиками. Физика говорит о том, что нет, оно будет во все стороны одинаково двигаться, и оно всегда будет в середине. Вот эти рассуждения, вот эти попытки построить логическую модель и приходить к каким-то противоречиям с естественностью, это и есть наука. Это вот и есть процесс, когда ты придумываешь математическую модель, ты в нее начинаешь верить, потому что ты принял за основу какие-то постулаты. Потом ты видишь противоречия и начинаешь придумывать эти постулаты. И поэтому, с одной стороны, как бы математика — это издевательство наукой, но с другой стороны, наука не может без математики. Именно наука, она так и строится. То есть, если бы ты не строил модели, ты бы так и сидел, просто наблюдая за происходящим и пытаясь сделать выводы из этого. Например, да, я бы знал, что, например, от того, что камешек уронить, он упадет, да. Но с какой скоростью, как быстро и почему скорость падения камешка пропорциональна моей скорости падения, с математикой все не получилось. В видео вообще мы говорили о жвачке, и у нас даже напитки все тематические. Все не просто так. Скажи мне, вот что ты можешь придумать, что может быть связано с жвачкой из математики? На мысль вот эту вот штучку. Это на том, что мы как-то, может быть, тело деформируем. Знаешь, когда у нас изначально жвачка была круглой, а потом ты начинаешь это все делать. Тут как бы обывателю, который привык к тому, что у математики — это уравнения и функции, как-то непривычно думать об этом как о части математики. Но на самом деле есть наука, которая больше 200 лет, очень современная наука, очень важная наука, которая связанная, например, с программированием, связанная с физикой, связанная, в общем, с многим чем. Наука называется топология. Торы мы деформируем. Да, торы, пончики, да. Популярная гифка есть, где у тебя стоит кружечка, короче, и ее потом раздувают, и потом ее как-то так деформируют, и она превращается в пончик. Вот, и есть шутка, что настоящий тополог будет макать пончик в пончик. В чем идея это? Идея в том, что на самом деле, если ты можешь что-то помять и получить из этого что-то другое, то на самом деле это разницы нет, идейно. Если я помну бумажку, это все еще бумажка. Пончик и кружкой у нас вообще никакой разницы нету для топологов. Ну, по факту нет. Если ты можешь придумать способ, как ты можешь получить из одного другое какими-то проминаниями, вот чем-то таким, что не будет рвать поверхность, пусть так называется это, да, можно. И жвачкой это вот ровно об этом. Когда я смотрел видео про то, как делают карамель и жвачек, это в Америке на какой-то старой фабрике во время 50-х годов.
И там есть машина, которая вот есть такие две штучки, и они вот так начинают переворачивать материал. Вот, как всяческий пример. И это на самом деле эти преобразования, что они делают? У тебя был плоский материал, вот плоская штучка, и ты начинаешь его как-то вот так мять. Но вот по топологии, точнее, топологические исследования всяческие связаны с этим, а это называется маломерная топология, вот, по этому теме есть семинар у нас в образующий пришел. Реклама лаборатории Чебышева, приходите к нам на открытые семинары. В том, что, типа, что бы ты ни делал, на самом деле, это все преобразование, они как-то вращают эту штучку, но не рвут ее. А второе утверждение, то, что преобразование будет точку вот в этом плоской штучке, ты всегда перемешаешь с любой другой точкой. Не будет точки, которая останется на месте. Вот. И это самое важное. То есть, типа, когда они перемешивают эту штуку, они же ее растягивают, хотят, чтобы туда кислород, типа, побольше, чтобы она окислилась, короче, вот, и все было классно, клево и вкусно. Вот. Для этого нужно максимально все хорошо перемесить. Но надо аккуратно это делать, чтобы ничего не порвалось, чтобы все было целостно. И вот, как бы, вот тебе топология, которая сказала, что это возможно. На самом деле, вот эти все штучки, их можно клево визуализировать, например. Всякие такие преобразования, которые ничего не рвут, это можно себе мыслить, вот, как будто ты просто вот так двигаешь, и вот лента вот такая тянется, такие ниточки, вот. И они очень похожи, типа, на какие-то как будто косы, ты вот плетешь из ниточек. И вот, короче, такой прикол есть, по 150 лет, очень популярная наука, называется теория кос. Ну что, будем пробовать? Давай. Раз, два, три. Пахнет удаление жвачкой. Пахнет жвачкой. А ты не чувствуешь? Знаешь, на что это похоже? Ты Да. пил в детстве дюшес? Похоже чем-то. Да? Я понял, о чем, да. Похоже. Только дюшес, он более, что ли, а это какая-то химоза. Такой, на троечку. Знаете, как, например, знаменитая штучка есть, гипотеза Пуанкаре? Один вопрос тысячелетия, который решил этот Перельман. Это вопрос о том, можно ли что-то трехмерное, будем так это выражать, в определенных условиях смять к мячику. Понятно, что сейчас настоящие топологи и тру-математики меня забьют камнями, потому что там не шар, а трехмерная сфера. Трехмерная сфера — это не шар вообще. Но Почти идейно-то сложные это об вещи. этом. Ты знаешь, что, допустим, если что-то похоже на вот трехмерную сферу, как я выразился уже, то тогда можно к ней смять это максимально без разрывов. И об этом гипотеза Пуанкаре. Типа, знаменитый вопрос о том, что кто-то когда-то додумался до того, что, возможно, что-то сминается к мячику. Можешь какую-нибудь книгу или видео какие-то, где посмотреть, чтобы можно было послушать про реальную математику, чтобы окунуться в этот мир не только цифрок и думать, что математика — это, я не знаю, посчитать алгоритм, а действительно что-то такое интересное, где это можно еще визуализировано Да, все. есть канал, который называется «Стендап-математика». Ну, на английском там «Стендап Maths», ну, короче, в чём фишка? Мы оставим ссылку в описании. Да, ссылка в описании, на английском, но для людей, которые знакомы с английским, там есть очень много, что не только о цифрах. Еще от себя добавлю то, что есть канал, называется, поправь меня, если не права, Free Blue One Brown. Вот. И Да, он есть чувак, который его озвучивает, да. Мы попытаемся найти еще на русском. Мне тоже там очень нравятся видосы, они очень красивые. В общем, сиди и вместо сериалов по вечерам смотри, действительно очень интересно. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, Руслан вас смог убедить, что математика — это не только про посчитать интегралы или что-то в этом роде. Оставляйте комментарии. Желание то, о чем поговорить. Вдруг вам что-то интересно, вы не знали, а мы можем попробовать вам объяснить. Будем стараться регулярно выпускать эти видео, потому что, мне кажется, это классная тема. Как минимум, мне она очень понравилась. Мне Да. тоже. Пока. Пока. Все, кайф. Отлично. Останавливаю.